Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня у нас очень непростая тема – русский характер. Я попробую объяснить вам, почему русские поступают так, а не иначе. Честно говоря, эта информация меня поразила, поэтому я спешу ею поделиться с вами. Потому что раньше мне казалось, что я одна так поступаю, но теперь я вижу, что я самый, что ни на есть, русский человек. Знаете, иногда тяжело объяснить иностранцам, почему надо говорить на завод, но в офис. То же самое и с поведением русских людей. Например, однажды мы с моим молодым человеком, французом, смотрели фильм. Я захотела пойти на кухню попить водички. Когда он спросил меня: «Ты куда?», я ему ответила: «Я сейчас». Потому что это было короче, чем объяснять, зачем я иду на кухню и что я там собираюсь делать. И это было совсем не важно. То есть ответ «я сейчас» – это значит «неважно», «я ненадолго», «я сейчас вернусь». Он начал злиться, почему я не могу нормально ответить. Но для меня это и был нормальный ответ. И таких ситуаций было много. Например, для русских счет этажей начинается с первого этажа, который для французов и, наверное, для всех европейцев цокольный, нежилой. Но для нас-то он жилой. Так вот, однажды мы с моим французом пошли в небольшой торговый центр, и он мне говорит: «Встречаемся в ресторане на первом этаже». Я в недоумении. Но ведь ресторан на втором этаже. Француз в еще большем недоумении. Но здесь есть только первый этаж. Вот как бывает. А если бы я не знала, на каком этаже находится ресторан, то он бы ждал меня на втором этаже, а я его на первом. Итак, собрав информацию о русском национальном характере, я поняла, наконец, почему мы поступаем именно так, а не иначе. И теперь я еще сильнее убедилась в том, что белорусы ничем не отличаются от русских, ведь долгое время мы жили в одном государстве, а сейчас у нас очень тесные взаимоотношения и даже нет реальной границы между странами. И я ведь родилась в стране, которой сейчас не существует, в СССР. Все народы имеют свои особенности, и русские не исключение. Впрочем, как и представители других многонациональных государств. Каждая из черт характера имеет свои сильные и слабые стороны. Русский национальный характер складывался на протяжении веков под влиянием таких факторов, как суровый климат с холодными зимами и смена сезонов, огромная территория России, много народов в одном государстве, необходимость обороны длинных внешних границ. Большую роль в формировании национального характера сыграло православие, наиболее распространенная религия русских и основа нашего мировоззрения в течение многих столетий. К основным чертам русского характера относят широту души, стойкость, сострадание, смирение, стремление к справедливости, общность, способность к подвигу, упорство. Русским не свойственны такие черты, как высокомерие, заносчивость, лицемерие. Наоборот, весьма распространена болезненная самокритика. Русские, как правило, часто переживают эмоциональные подъемы и упадки. Этому способствует смена сезонов. И хотя могут испытывать трудности, если нужно делать регулярную ритмичную работу, но зато время от времени способны на героический труд. Русские неплохо умеют находить общий язык с представителями других народов. Способность к подъему и подвигу. Одной из важных черт русского характера является готовность к подвигу, способность к мобилизации сил в определенный момент. Эта черта обусловлена сменой жизненного уклада русских, который сформировался под влиянием долгих зим и необходимости быстрого сбора урожая. Большую часть времени русские копят или экономят энергию, стараются лишний раз не напрягаться, проявляют низкий интерес к происходящему, склонны к легкой депрессии, поискам смысла жизни, рассуждениям. В такие периоды, как у медведя в спячке, потребности к качеству жизни снижаются до минимума,
Русские довольствуются малым, воздерживаются от трат. Иностранцы, видящие русских в такой период, делают выводы об их ленности, апатичности, разгильдяйстве, долготерпении, рабской сущности. Но периоды низкой активности имеют разный масштаб и продолжительность. В масштабе страны – годы, десятилетия, в масштабе семьи – недели, месяцы. Однако наступают периоды, когда русские переходят в режим подвига. Поводом к активным действиям может стать война, революция, индустриализация, строительство коммунизма, освоение новых территорий и тому подобное. В такие периоды русские проявляют свои наилучшие черты: героизм, самопожертвование, помощь другим людям, трудолюбие, невероятное упорство, лидерские качества. Русских считают типичными теневыми лидерами в экстренной ситуации. Русские часто создают сами себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать. Например, выполняя месячный план в последнюю неделю. Есть даже такая пословица: русские долго запрягают, но быстро ездят. Поводом для небольшого подвига может стать праздничная дата. День рождения, Новый год, свадьба. В такие периоды русский перестает довольствоваться малым, раскупоривает все заначки, влезает в долги, проявляет щедрость и расточительность. Слабые стороны. Русским зачастую тяжело работать ровно и постоянно. Щедрость, широта души и гостеприимство. Заметной чертой русского характера является щедрость, широта натуры. Вероятно, причиной этому послужили природные условия: широта территории и изобилие пресной воды. Русские – одни из немногих, кто моется под струей воды. Оказывается, многие нации, например, англичане и японцы, набирают воду и моются всей семьей. Не из-за бедности или дефицита, а из-за традиции экономить. Русские отличаются добротой, гостеприимством, состраданием, прямотой в общении, не отличаются спесивостью и заносчивостью. Благодаря этому они легко могут находить общий язык с другими народами. Причиной этому служит и то, что русское государство с самого основания и до наших дней является многоэтническим. Как следствие, русские смогли освоить огромные территории от Урала и до Аляски. Слабые стороны. Всегда есть люди, которые будут наживаться на доброте и сострадании. Щедрость и широта души могут перерастать в расточительство, что приводит к бессмысленному расходованию ресурсов. Смирение и духовность. Важнейшей чертой русских является потребность в вере. Эта потребность реализуется как уверенность в себе, в своем деле, в своей стране, в своем народе и, разумеется, как духовность и религиозность. Идея Третьего Рима веками сплачивала народ. Среди русских выработались такие черты характера, как нестяжательство, стремление к духовным, а не к материальным благам, доброта, отзывчивость, а также христианское смирение. Слабые стороны. Смирение на деле очень часто выливается в низкую самооценку, излишнюю склонность к самокритике, раболепие перед другими нациями. Стойкость. В 1805 году отряд из 493 русских, имея только 2 пушки, 2 недели успешно сражался с целой персидской армией, от 10 до 40 тысяч человек по разным источникам. 2 июля настал момент, когда нужно было срочно переправить орудия через Большую яму. Среди русских солдат нашлись добровольцы, выстроившие из себя живой мост, то есть те, кто пожертвовал своей жизнью ради других. Без жертв, конечно, не обошлось, но пушки перетащили. И таких примеров очень много. Веками проживая в зоне рискованного земледелия, под постоянной угрозой набегов как из Великой Степи, так и из Скандинавии, русские, в отличие от европейцев, не могли надеяться на то, что построенное или посеянное ими точно не пропадет зря. Поэтому русским не свойственен западноевропейский перфекционизм. Если что-либо доведено до работоспособного состояния, русские часто на этом успокаиваются,
в меньшей степени заботясь о внешнем виде и о долговечности. Сильно повлияли на характер русских как воинов отражение набегов, когда женщины уводили в лес детей, а затем воспитывали их сами, а мужчины оставались, чтобы задержать противника. И также тот факт, что в отличие от Европы, в России большинство войн шло фактически на уничтожение, а также опыт долгих православных постов. Русские мало гонятся за личной славой, общая победа важнее. Особенно исключительную стойкость русские могут проявлять в обороне. В средние века русские крепости могли месяцами обороняться, имея в запасах только муку, овощи, воду и водку. Последняя использовалась как антисептик и анестетик. В других странах крепости обычно сдавались вскоре после того, как заканчивались запасы мяса. Принцип «умирай, где стоишь» настолько въелся в национальный характер, что яркие его проявления можно найти почти в каждой войне. Слабые стороны. Русские держатся даже тогда, когда этого делать не следует, а именно когда необходимо обращаться к врачам. Считается, что Россия – страна запущенных болезней. Дух взаимопомощи. Рискованная жизнь русских привела к тому, что они всячески подавляли конкуренцию, ведь она бесцельно тратит ресурсы на саму конкуренцию. Все с точностью да наоборот. От более удачливых ресурсы сверху передавались менее удачливым. Во все времена в России самым ярким классом был тот класс, который занимался перераспределением ресурсов. Кто бы то ни был – комиссары, номенклатура, бандиты. А самым нижним ячейкам, бригадам, крестьянским общинам давалась относительная свобода. Сверху приходит задание, а как его выполнить, решайте сами. Это приводит к тому, что русские смотрят на начальника как на врага, но обрастают горизонтальными связями. Сегодня ты мне, завтра я тебе. Эти связи, в отличие от народов Средней Азии и Кавказа, организуются по духовному родству, а не по кровному. Русские не поощряют доносительство. Слабые стороны. Начинаются проблемы, когда нужно наказывать конкретных людей ради общего блага. Русские дают списывать на экзамене. Выдают расположение засады гаишников. И делает это не какая-то определенная группа людей, а все как один. Обостренное чувство справедливости. В американской культуре справедливо все, что законно. В глазах русских справедливо то, что заслуженно. Русские не любят даже творческие династии. Подарил папа или досталось по наследству, им не по душе. Русские категорически против незаслуженного неравенства. Слабые стороны. Даже на заслуженное неравенство русский может смотреть косо. Уравниловка на советский манер не выход. Так что одна из проблем России – как наладить неравенство, которое выглядело бы справедливо в глазах народа. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, эта информация была для вас полезной, и теперь вы гораздо лучше понимаете русских людей. Напишите мне в комментариях к этому видео, насколько вы русский человек. Спасибо. Пока.